Шановні друзі рибалки, перед початком нашого відео хочу вас познайомити з компанією Fishkiller. Це українська компанія, яка займається розробкою і продажем закормочних кораблів для рибалки. На даний час в асортименті компанії представлено дві серії кораблів – Пірат та Привід. І на ваш вибір є 4 моделі – 2 з автопілотом GPS і 2 без нього. Моделі Пірат мають 2 бункери по боках і 1 у задній частині, а у Привода тільки 1 великий бункер позаду. Всі бункери мають зручне верхнє завантаження з загальною масою до 2 кг, чого більш ніж достатньо під час рибалки. Днище усіх катерів виготовлено з ударостійкого АБС-пластику заводського виконання, товщина якого аж 3 мм. На всіх моделях кораблів встановлена телеметрія живлення, тобто контролювати заряд акумулятора можна безпосередньо з пульта керування. Фари та габаритні вогні для нічної ловлі також керуються пультом. Це не дасть можливості загубити корабель в темряві або у сутінках. Для збільшення маневрування та легкого виходу із очерету, коряг або інших перешкод передбачена функція заднього ходу, а гребні гвинти захищені спеціальними решітками. Також для вашої зручності всі кораблі оснащені круїз-контролем та регульованим газом. На мій погляд, особливо цікаві моделі з GPS-автопілотом, і для риболовлі це дуже зручно, оскільки ця система здатна запам'ятовувати до 15 робочих точок і одну домашню точку повернення. В усіх кораблях Fishkiller є дуже великий запас дистанції. Від пульта керування корабель може відплисти на цілих 500 метрів. Ємність акумулятора 5200 мАч, а це 4-5 годин активного використання. При цьому є можливість придбати окремо додаткові батареї і користуватися кораблем майже безперервно. До комплекту кораблика входить сам корабель, акумулятор, пульт керування з комплектом батарейок і зарядний пристрій. А також сумка-чохол для безпечного та зручного транспортування йде у подарунок. На всі моделі кораблів Fishkiller діє гарантія 6 місяців. Оскільки компанія працює напряму із заводами без посередників, то ціни вас приємно здивують. А якщо при замовленні вказати промокод FVU, то ви гарантовано отримаєте знижку 5%. Посилання на всі моделі кораблів Fishkiller в описі до цього відео. Шановні друзі рибалки, всіх вітаю на нашему канале. Как я уже неоднократно говорил, что большинство идей для видео я беру из ваших комментариев, и это тот самый случай. Значит, постараюсь объяснить, в чем суть данного видео. Как мы все знаем, для привязывания крючков с колечком или, как говорят, с ушком, существует два основных способа. Первый способ – это так называемый стандартный узел, когда этот узел располагается и затягивается непосредственно на цевье крючка. И другой способ – это когда узел, например, такой узел как Palomar, фиксируется именно на самом вот этом вот ушке. И вот в комментариях несколько раз уже писали наши зрители, что узел, который привязан на ушке, то есть такой как Palomar, держится гораздо лучше, чем узел, который вяжется на цевье крючка. И я же обычно вяжу узел именно на цевье, и поэтому для меня очень странные такие заявления. И поэтому я решил с помощью такого простого эксперимента разобраться, какой же узел действительно надежнее, или же они просто одинаковые. Я не говорю, что это будет какая-то там прям панацея, просто наглядно посмотрим, как это все происходит на практике. Значит, собрал я вот такой вот примитивный тестовый стенд, собственно, на нем мы все это дело будем тестировать. Привязал 2 абсолютно одинаковых крючка с абсолютно одинаковыми лесками с вот этой вот одной катушки. Только они отличаются узлами. Вот этот крючок, который слева, привязан классическим стандартным узлом, который фиксируется на цевье крючка, то есть ушко здесь в принципе никак не участвует. И вот этот крючок, который справа, привязан узлом Palomar непосредственно за само ушко. И сейчас поочередно мы эти крючки будем цеплять к контрольным весам, потом буду давать нагрузку, буду тянуть, и будем смотреть, при каких нагрузках леска будет разрываться, какой узел прочнее. Я, допустим, предполагаю, что может быть 2 варианта. Первый вариант то, что узел на цевье окажется прочнее, и леска будет обрываться до этого узла, где-то вот здесь.
И второй вариант, то что эти узлы абсолютно одинаковые, и леска будет также обрываться до узла. И в принципе никакой разницы по прочности здесь не будет. Ну сейчас посмотрим. Я специально к этому видео не готовился, чтобы было интересно, чтобы был какой-то эффект неожиданности. Значит, берем вот в начале крючок с узлом на цевье и будем его цеплять. Значит, для того, чтобы было все по-честному и с этой стороны лески не было никаких дополнительных узлов, я взял такую вот палочку и в ней просверлил отверстие. То есть у нас будет здесь безузловое соединение. Я просто вставлю леску в это отверстие, вот так вот, и намотаю. Оно зафиксируется нормально и никаких узлов не будет. Палочка специально с такими закругленными краями, чтобы не резала леску. Значит, цепляем крючок за весы, включаем их. Надеюсь, на камеру видно цифры. Ну что, начинаем тянуть. Это у нас узел на цевье. Два килограмма, 2,7, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,6, 4,7, 5. Было там что-то 5,4, что-то такое. Ну, на монтаже посмотрим более точно. Я успел увидеть 5,4. И сейчас посмотрим, где именно разорвался этот узел. Крючок улетел. Сейчас я его подниму. Так, ну вот смотрите. Леска порвалась. Вот фокусировка есть. Леска порвалась до узла. Вот этот кончик, который порвался до узла. Сам узел полностью целый. Вот этот хвостик я специально оставлял, когда связал узел. Все, вот у нас до узла порвалось. Берем следующий крючок. Это у нас паломар, привязан на ушки. Так, примерно смотрим, чтобы было такое же вот тут расстояние, как и на том крючке. Где-то вот так там было. Вот. Теперь опять весы обнуляем и тянем. Так, там нагрузка была где-то 5,3, 5,4. Ну, хотя на самом деле это не важно, все равно леска порвалась до узла. Вот если бы она порвалась на узле, тогда бы нагрузка была бы важна. А так, в принципе, тут уже чисто зависела только что вся ситуация от прочности самой лески. Так, тянем. 3,2, 3,4, 4 килограмма, 4,3. Так, сейчас найду крючок. Вот, а здесь у нас леска порвалась на узле. Вот даже пальцами можно его распустить. Вот. Тут у нас разорвался непосредственно сам узел. И что самое интересное, при гораздо меньшей нагрузке. Ну, в общем, как я уже сказал, это не панацея. Такой чистый эксперимент для себя, чтобы наглядно все это увидеть. В принципе, мои предположения оправдались, как я и думал, что на узел, привязанный на цевье, будет прочнее, чем узел, привязанный на колечке. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!